Мать Эдварда по имени Лилия умерла загадочной смертью во сне, оставив его в глубоком шоке и недоумении. Отец Эдварда, Марк, решил не выяснять причину смерти и похоронить Лилию на следующий день, не обращая внимания на настойчивые вопросы сына. Эдвард не мог поверить в случившееся и был полон гнева и недовольства. Он не понимал, как его отец мог так легко отпустить эту трагедию, не проведя медицинскую экспертизу. Эдвард решил выяснить правду о смерти своей матери, даже если это означало раскопать ее могилу. На следующее утро Эдвард приехал на кладбище, полон решимости. Он начал копать, несмотря на протесты охранника Роберта, который пытался остановить его. «Ты не можешь это делать!» — кричал Роберт, но Эдвард был неумолим. Он чувствовал, что должен узнать правду, и ничто не могло его остановить. Вскоре к ним присоединились полицейские, вызванные Робертом, чтобы остановить беспорядок. Полицейские допросили Эдварда, который, с трудом сдерживая слезы, признался в своих подозрениях. Он рассказал о своих страхах и о том, как его отец не хотел выяснять причины смерти. Полицейские, увидев его искренность и отчаяние, решили разрешить Эдварду открыть гроб. Эдвард, дрожащими руками, открыл крышку и был поражен тем, что увидел. Его мать была похоронена заживо. Она все еще была жива, ее сердце билось, и она дышала, хотя и в состоянии глубокой комы. Лилию срочно доставили в больницу, а Эдвард дал показания полиции. Врач подтвердил, что Лилия не умерла, а находилась в искусственной коме. В ее теле были обнаружены седативные препараты, которые могли вызвать такую ситуацию. Полиция начала расследование и вскоре выяснила, что препараты купил Марк, муж Лилии. Он был арестован за покушение на убийство своей жены. В ходе допросов Марк признался, что действовал по указанию своей любовницы, которая планировала убить Лилию ради денег. Любовница была также арестована, и оба были приговорены к тюремному заключению за свои преступления. Лилия была выписана из больницы и вернулась домой, где ее ждал Эдвард. Их воссоединение было полным радости и слез. Эдвард обнял мать, не веря, что она снова рядом. Они были счастливы, что смогли преодолеть все испытания, и теперь их связь стала еще крепче. Вместе они начали новую главу своей жизни, полную надежды и любви, оставив позади тьму, которая пыталась их разлучить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.